Итак, Dark Souls — это миф. Но это совсем не означает, что данная игровая серия не существует или является какой-то глупой выдумкой. Ведь миф — это повествование, которое передает представление людей о мире, месте человека в нем, о происхождении всего сущего, о богах и героях. Как установил румынский религиовед Мирча Илиады, миф излагает сакральную историю, повествует о событии, произошедшем в достопамятные времена, во времена начала всех начал. Миф рассказывает, каким образом реальность, благодаря подвигам сверхъестественных существ, достигла своего воплощения и осуществления. Но казалось бы, при чем здесь Dark Souls? И разве подходит описание событий этой игровой серии под описание мифа? Что же, давайте это выясним. Перед тем, как перейти непосредственно к рассмотрению происходящего в Dark Souls, нам стоит кратко очертить и определить основные категории, которые относятся к структуре мифологического повествования. Как известно, мифологические представления в той или иной форме встречаются практически во всех культурах мира без исключения. Причем любопытно то, что спектр вопросов, которые рассматривают мифологии, в общем и целом схож по всему миру. Это история о происхождении, собственно, мира, о происхождении людей, о происхождении тех или иных элементов культуры, но также и история об угасании и последующем возрождении мира, история о богах и героях, которые некогда установили мировой порядок и научили людей жить так, как они живут, и ряд других. Занятно также и то, что структура, а также персонажи многих мифов в самых различных культурах мира часто имеют поразительное сходство. В принципе, универсально для многих мифологий и то, что события, которые в них описываются, считаются реально произошедшими в очень далекие времена, в так называемое мифическое время или первовремя, существовавшее тогда, когда в принципе времени, порядка, жизни и смерти в привычном нам понимании еще не существовало. А когда боги и предки создали мир, общественные институты и научили людей жить как положено, они удалились, оставив людям историческое время и реальный мир. Но первовремя на этом не подошло к концу, а боги не покинули мир раз и навсегда. Дело в том, что все в мире имеет тенденцию к угасанию и возвращению к первозданному хаосу, что ставит само наше существование под угрозу. Поэтому во многих культурах мифология носила роль не только мировой священной истории, отвечавшей на широкий спектр вопросов от сотворения мира вплоть до происхождения болезней и лекарств от них, но и регулярно актуализировалась в детально проработанном и строжайше соблюдаемом обрядово-ритуальном комплексе. Мифы практически всегда сочетаются с ритуалами. Будь то ежегодные календарные обряды, которые зачастую как раз воплощают мифы о сотворении мира, в них участники словно бы возвращаются в мифическое время, сами становятся богами и предками и вновь создают мировой порядок, попутно уничтожая возникший за год хаос, что позволяет жизни продолжаться. Или, например, обряды инициационного цикла, в которых молодой человек делается полноправным членом общества. В ходе них он посвящается в сакральные эзотерические знания о событиях времени сновидений, то есть первовремени, и узнает, как действовали предки. И при этом он учится повторять эти священные действия своих предков, практически каждый день, в каждом своем действии повседневной практики. Или, например, есть еще ритуалы оказиональные, когда, скажем, знахарь, стремясь вылечить больного, тоже словно бы возвращается в сакральное время творения, рассказывает священную историю о происхождении лекарства и победе богов над духами болезней, сам становится одним из этих богов в символическом смысле, побеждает духов болезни в данном пациенте, как это было сделано впервые в мифическое время, и тем самым дарует пациенту долгожданное освобождение. Таким образом, для традиционных обществ миф, во-первых, абсолютно реален, хотя в то же время нереален и эфемерен, то есть носит скорее такой символический характер. Во-вторых, священно важен, так как он рассказывает всю историю данной группы и объясняет, как нужно действовать и почему именно так, просто потому что если не действовать так, как наши предки, то солнце перестанет вставать, а весь миропорядок обрушится. И в-третьих, регулярно воплощается и воспроизводится в ритуалах, позволяя таким образом вернуться в первовремя, встретиться с богами и в некотором роде даже стать богом самому. Таким образом, несмотря на то, что миф, казалось бы, произошел в далеком прошлом, он может быть вновь пережит и в настоящее время. Само собой, здесь я несколько утрирую и допускаю определенные упрощения и обобщения, так как рассказать в небольшом видео или даже, наверное, собрать в одной голове все то, что на данный момент нам известно о мифологии, практически невозможно. Более того, для анализа повествовательной структуры Dark Souls я сильно опираюсь скорее на обобщающие и универсалистские концепции рассмотрения мифа, такие как, например, концепция мономифа Джозефа Кэмпбелла или взгляды на мифологию Мирча Элиады или Клода Левистроса.
Подобные широкомасштабные концепции достаточно часто справедливо критиковались за претензии на свою полную универсальность при игнорировании зачастую частных и порой достаточно значимых аспектов мифологических систем разных культур. Таким образом, данное видеоэссе — это лишь один из множества возможных способов интерпретировать повествование в Dark Souls, и при этом лишь один из множества возможных способов делать это, опираясь на мифологию. Что же, теперь давайте взглянем, с чего начинается первая часть Dark Souls. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity. Heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone steels. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the Scaleless betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless lights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Это повествование – потрясающий пример космогонического мифа, или же мифа о сотворении мира. В нем нам рассказывают про первичный хаос и неупорядоченность, которые представлены неразделенностью и инертностью самого мира, и бессмертными драконами, которые также воплощают этот первозданный хаос, или, по крайней мере, являются его символами. Далее мы узнаем, как появились первые боги, в чем была их сила и за что они отвечали. После этого боги деятельно изменяют мир. Они побеждают необузданный хаос и вносят в мир порядок и неотъемлемое от него разделение всего на оппозиции – хаос и космос, свет и тьму, жизнь и смерть, тепло и холод и так далее. Они создают все
Первое пламя, служащее источником жизни всего живого и выступающее в роли центра мироздания, также, кстати, характерного практически для всех мифологических систем. Ряд прекрасных городов, служащих центрами культуры, магию, чудеса и так далее. А также мы узнаем, как произошли первые люди, в те времена еще не игравшие абсолютно никакой роли. Здесь отметим один интересный нюанс. Хидетака Миядзаки достаточно хорошо известен за то, как умело он черпает вдохновение для своих произведений в окружающем его мире и искусстве. Очень много в серии Souls основано на каких-нибудь реальных вещах или же, соответственно, произведениях искусства. И я думаю, что миф творения в Dark Souls здесь не является исключением. Нельзя исключать и того, что Миядзаки, имеющий степень в социальных науках, скорее всего намеренно использовал элементы мифологической структуры при создании своей игры. В принципе, здесь мы видим вариант распространенного для индоевропейских мифологических систем мотив борьбы бога-громовержца с богом-змеем, пусть и несколько видоизмененный. Да и сами демонстрируемые события в принципе укладываются в структуру мифов о сотворении мира. Но любой порядок, к сожалению, со временем начинает угасать, что и происходит в этом некогда прекрасном и упорядоченном мире. Казалось бы, тотальное разрушение и погибель мира как людей, так и богов неизбежны. Но, как гласит одна старая легенда, Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. как можно заметить, игра совершает достаточно резкий скачок от времени творения к непосредственно игровым событиям, разворачивающимся уже по сути во времена конца мира. Между этими двумя точками на временном отрезке, как нетрудно догадаться, лежит колоссальное количество времени и событий. Исследование событий, которые происходят в тот промежуток времени, когда наш персонаж в мире еще не присутствует, как вам наверняка известно, это необъятная и очень интересная тема. Особой нужды рассказывать о том, кто изучал и разбирал лор Dark Souls, как в принципе и то, что мы вообще о нем знаем, скорее всего нет. Так как, во-первых, лор Dark Souls в принципе все уже до определенной степени знают, во-вторых, информации по этому вопросу в свободном доступе уже более чем достаточно, и в-третьих, это попросту слишком массивный объем сведений, чтобы объять его здесь. Более того, в лоре до сих пор остаются достаточно значительные белые пятна, поскольку Хидетака Миядзаки известен также своей любовью к недомолвкам, что не позволяет нам достоверно разобрать лор игры в полной мере. Также он очень разветвленный и многогранный, и имеет еще собственную внутреннюю мифологию, а также целый корпус легенд и историй. Эти мифы, легенды и истории значимы в первую очередь как раз для самого мира, в котором происходит игра. То есть для мира, где когда-то жили Гвин и его боги, где когда-то жили и охотились на нежить люди, где когда-то церковь Белого Пути занималась своей не до конца ясной деятельностью и так далее. Про это все мы, собственно говоря, и узнаем из лора, из этого обширного, но в то же время ужасно фрагментарного источника. Но непосредственно для нас и нашего героя, для избранной нежити, все эти истории уже не играют такой уж большой роли. Они, конечно, интересны и любопытны персонально нам, однако история нашего героя — это тоже миф. И миф для нас куда более значимый, хотя бы просто потому, что он переживается нами напрямую. Это личный миф избранной нежити, который в своего рода ритуале прохождения игры проходим и мы. Это и наш личный миф. Здесь стоит сделать небольшое отступление и в общих чертах указать некоторые особенности ритуала в традиционной культуре. К примеру, в обрядах инициационного комплекса посвящаемому рассказывают о том, как его предка в мифическое время съело ужасное чудовище, но он выжил, переродился и совершил свои героические деяния. Одновременно с этим этот же самый посвящаемый символически проходит таким же путем. Например, его могут завести в специально построенный домик, который символизирует чудовище, съевшее его предка давным-давно, и над ним там совершаются определенные преобразования. Например, ему делается шрамирование, которое, в частности, тоже будет в дальнейшем знаком пребывания в чреве монстра. Таким образом, посвящаемый как бы соотносится с названным предком и воплощает себя в нем. То есть ему и рассказывают эту историю, и одновременно с этим он в ней напрямую участвует, как бы возвращаясь в первовремя и оказываясь в роли этого предка. Также добавим, что в частности для обрядов инициации характерна трехчастная схема, выделенная Арнольдом ван Генепом. Она включает в себя отделение, промежуточную или лиминальную стадию и стадию включения, которая в других источниках может называться конечной стадией.
В фазе отделения герой, причем как мифический предок, так и сам инициируемый, перестает быть членом своего общества и теряет все свои социальные связи, и перестает в принципе восприниматься как живой человек. В инициационном комплексе посвящаемых, например, как бы похищают и зачастую даже символически убивают духи, что переводит их в лиминальную стадию. В этой фазе они воспринимаются своим обществом как умершие и отмечаются соответствующими знаками. Например, им запрещается разговаривать, им предписываются строгие пищевые ограничения и тому подобное. В это время над ними как раз и совершаются наиболее активные ритуальные действия. Им могут рассказывать мифологию, проводить различные манипуляции с телом, характерные для данного общества, им требуется пройти ряд сложных испытаний и так далее. В мифологии же это зачастую описывается как пребывание предков в потустороннем мире, будь то мир духов, чрево чудовища, или, например, самоповешение Одина в принципе может тоже восприниматься в подобном ключе. В этот период предки и боги как раз и узнают все сакральные знания и обретают свои новые качества. Третья фаза представляет собой перерождение героя и возвращение его в мир в новом качестве, или, например, даже пересотворение мира. В контексте ритуальной практики эта фаза будет представлять собой возвращение неофита в общество уже в качестве полнопосвященного и полноправного члена этого сообщества. То есть, по сути, он вернулся в свой дом, но уже переродившись другим человеком. Такая трехчастная структура наблюдается даже в мифе творения Dark Souls, с которого мы сегодня начали. Боги сначала являются какими-то бесформенными, ни живыми, ни мертвыми существами, которые пребывают в мире, носящем явно пограничное свойство, после чего они узнают секреты огня и приобретают свои силы. Далее они совершают подвиг мироустройства и приходят в ими же созданный мир в абсолютно ином качестве относительно того, с чего они начинали. Но вернемся к нашей избранной нежити. Всякая нежить, как нам вполне известно, прежде являлась людьми. Но отмеченные знаком тьмы и тем самым обреченные на вечное перерождение и следующую за этим утрату разума и всякой человечности, вполне обоснованно изгонялись из человеческого общества на самый край света, в прибежище нежити. Достаточно интересно также то, что события Dark Souls в принципе происходят вне мира людей. Сведения по лору всего парой кратких штрихов рисуют нам очень глубокую картину этого мира, но мы никогда не сможем его увидеть. А ведь этот мир очень важен и значим для прошлой жизни нашего персонажа и в принципе людей в целом. Ведь в нем и происходили все основные события с момента создания мира до момента появления в игре нас. Ведь Лордрен оставался своего рода затерянной землей богов, куда людям в целом доступ был закрыт. И лишь малая часть событий в мире происходила в Лордрене и более касалась богов и космоса, то есть мироустройства в целом, в то время как людей эта малая часть событий затрагивала, скорее всего, в значительно меньшей степени. У них были свои события, своя жизнь и своя судьба, и масштабные события общекосмического толка, которые мы невольно наблюдаем глазами нашего героя, были, в общем-то, скрыты от глаз людей. А герой наш, как мы помним, происходит из людского рода, и лишь чудом получает возможность увидеть явления такого масштаба и прикоснуться к ним. Хотя в то же время какая-то часть событий из мира Лордрена, то есть внешнего по отношению к людскому мира, была известна и людям. Так, миф о сотворении мира Гвином известен большинству людей, с которыми мы взаимодействуем в Лордрене, и можно предположить, наверняка был известен людям и во внешнем мире, учитывая как минимум тот же прозелитизм Белого Пути. Что же, вот наш избранный мертвец, изгнанный из мира людей в самом начале своего пути. Он, как мы видим, уже однозначно не является человеком в полной мере. Нам открыто говорят, что он уже не человек, и он имеет соответствующий внешний вид и явно соответствующий социальный статус. Был бы он человеком, не сидел бы в северном прибежище нежити. Таким образом, наш персонаж уже прошел стадию отделения и утратил свой человеческий статус, прошлое и социальные связи. Он уже покинул обыденный мир и пересек грань, но еще не находится в мире потустороннем в полной мере. Вообще, описанная ранее трехчастная структура может показаться здесь слишком общей и не до конца понятной в применении к событиям Dark Souls. Но к нашему удобству американский антрополог Джозеф Кэмпбелл развил ее до более сложной, но в то же время более точной схемы, структурно встречающейся практически в любой истории, повествующей о пути героя. И данная схема, так и называющаяся «Путь героя» или же «Мономиф», в сочетании с предложенной ранее трехчастной схемой отделения лиминальности и включения, оказывается очень кстати для интерпретации пути избранной нежити. Здесь нельзя не отметить, что схема пути героя вообще является универсальной для очень многих историй и легко применяется к рассмотрению как «Властелина колец» или «Гарри Поттера», так и очень многих видеоигр от Зельды до серии Elder Scrolls. Но в случае с Dark Souls мы обнаружим кое-какие интересные нюансы. Итак,
Путь героя также подразумевает отделение, промежуточную стадию и включение, но в то же время содержит дополнительные уточняющие этапы. В разных схемах их немного разное число, но в принципе в одной из наиболее распространенных всего их 17. Подробнее о них можно узнать, ознакомившись непосредственно с трудами Кэмпбелла. В нашей ситуации вновь прибегнем к некоторым упрощениям и обобщениям, просто чтобы не запутаться. Применяя эту схему к рассмотрению событий Dark Souls, можно достаточно вольно интерпретировать отдельные стадии пути героя в отношении к происходящему в игре, поэтому предложенная здесь интерпретация не претендует на стопроцентную и неоспоримую точность. Путь всякого героя начинается с призыва к приключению и отделения от мира, что в Dark Souls уже случилось. Избранный мертвец уже отделен от мира и сидит в тюрьме. Следующий этап представляет собой отказ следовать зову, и в данной ситуации первое, что приходит на ум, это выход из игры в случае, например, если вы не разобрались с управлением и не смогли подобрать ключ от камеры. Очередная ступень на этом пути – это появление фигуры наставника и помощника. В таких историях, как, например, «Властелин колец», «Звездные войны», «Гарри Поттер» и так далее, фигура наставников в принципе однозначна и очевидна. В событиях Dark Souls целый ряд различных персонажей может оказываться в разных контекстах в роли помощника или наставника, и одну конкретную фигуру здесь выделить затруднительно. Тем не менее, нашим самым первым помощником оказывается Оскар, предоставляющий нам ключ от нашей камеры, а позже флягу с Эстусом, которые представляют своего рода магическую помощь на пути нашего героя, без которой с этим путем он просто бы не справился. Теперь нас ждет финальный этап на стадии отделения. Это переход порога, который зачастую охраняется привратником или требует преодоления какого-нибудь затруднения, и таким образом роль демона-прибежища в данном контексте оказывается весьма очевидной. На этом фаза отделения заканчивается, и начинается лиминальная стадия. Стадия пребывания в потустороннем мире, наиболее активных обрядовых действий, преодоления трудностей, героических свершений, приобретения новых качеств и так далее. На этой стадии, согласно Кэмпбеллу, герою предстоит преодолеть множество трудностей, встретиться с фигурой богини и получить предметы, необходимые ему для прохождения пути, узнать сакральные сведения о мире, преодолеть соблазн, способный отвлечь с пути, или просто соблазн сдаться. Следующий этап на лиминальной стадии в структуре Кэмпбелла носит наиболее значимую роль. Это встреча с фигурой отца. Отметим, что Кэмпбелл весьма справедливо критиковался за излишнюю психоаналитичность. Следующее за этим получение откровения, перерождение и таким образом завершение квеста, за которым начинается стадия возвращения в мир или, как уже прежде отмечалось, включение. Но здесь есть ряд деталей, которые следует рассмотреть более внимательно. Во-первых, приобретение откровения и понимание своей роли в мире к нашему герою приходит постепенно и не из одного источника. Он узнает судьбу нежити и свою роль в событиях мироустройства, черпая информацию о мире из сведений вокруг себя, наиболее ценная из которых достается ему из диалогов с другими персонажами. И именно она во многом определяет, какую роль избранной нежити предстоит сыграть в судьбе мира, богов и людей. Более того, окончательное решение остается непосредственно за нашим героем. Лишь он сам наполняет свою судьбу смыслом и значением в зависимости от того, что ему известно. Здесь отметим, что по структуре мифа вообще обе концовки игры одинаково правомочны. Они лишь отражают два возможных пути нашего героя. Либо же это повторение заветов предков, возвращение образовавшегося хаоса к космосу и новое создание мира так же, как это во времена первотворения сделал Гвин. Или же создание принципиально нового мира с принципиально новым обществом. Обществом людей в главной роли, и таким образом превращение избранной нежити в своего рода Гвина для людей. Более того, какой путь бы вы ни выбрали, это никак не меняет общей сути данного мифа, поскольку в любой из концовок герой оказывается как бы новым творцом этого мира, то есть условно принимает на себя роль названной фигуры отца. Также за этим пересотворением мира руками нашего с вами персонажа не следует обязательная для пути героя стадия возвращения, но запускается новый цикл мировых событий. Это, как нам известно, во многом суть Dark Souls как серии вообще. Она уделяет очень много внимания циклической структуре событий внутри игрового мира и весьма красочно рисует и оппозицию к этой цикличности. Острейшее желание разорвать этот ужасающий цикл бесконечного создания и дальнейшего угасания мира, в надежде раз и навсегда положить конец нарастанию хаоса и выйти на новые идеальные планы бытия. Возможно, поэтому во многом нас так и притягивает темная концовка первой части, и тем более концовка Повелителя Опустошенных в третьей, и мы склонны скорее ее считать наиболее достоверной. Нельзя исключать, что это действительно так. Но в то же время абсолютно любое развитие событий и любое их завершение, как в первой, так и в третьей части, одинаково правомерно внутри самой структуры мифологического повествования.
По своей сути миф очень вариативен. Так, даже когда в одном обществе рассказывается один и тот же миф, события и даже финал в нем могут каждый раз быть абсолютно разными, что делает его прослушивание каждый раз очень интригующим и интересным. Кстати, а не это ли вносит в Dark Souls изрядную долю реиграбельности? Конечно, нет. Все дело в PvP. И неизменными в нем являются не сами базовые элементы, то есть непосредственно события мифа, такие как в нашем случае выбор одной из концовок или выбор убить или не убивать всех NPC в игре, но отношения между ними, то есть структура этого мифа. В данном случае структурой будет само путешествие из пороговой точки через волшебный потусторонний мир к центру мироздания, сражение со старым богом, пересоздание мира и последующее присоединение персонажа к сонму богов. Соответственно, его функциональное слияние с фигурой старого бога, который самым первым вообще создал мир именно таким способом. Следовательно, события, непосредственными участниками которых мы являемся, оказываются не только и не столько однозначным путем героя, но скорее даже полноценным мифом творения. Мифом творения, богом-демиургом, в котором оказывается наш с вами персонаж. Так, играя за, казалось бы, ничего не значащего и совсем мелкого в масштабе мировых событий персонажа, мы ни много ни мало в определенном смысле структурно повторяем великие события космического масштаба, которые видели в самой первой игровой катсцене. По мере прохождения игры мы также обретаем великую силу, восстаем против хаоса нынешнего мира и создаем мир новый, современный нам и упорядоченный. Разница лишь в том, что первая катсцена — это история о сотворении мира Гвином, которую рассказывали нам с вами в начале игры и, скорее всего, людям внутри мира Dark Souls. Это миф творения первого порядка. Тогда как прохождение этой игры — это тоже своего рода рассказ мифа, только интерактивный, который незримый рассказчик повествует уже человеку перед монитором и одновременно с этим людям нового или же возрожденного мира внутри самой Dark Souls. Этот новый миф творения второго порядка с вашим персонажем в роли главного бога, могли бы рассказывать при инициации какого-нибудь человека внутри мира людей или же возрожденного мира богов уже много после событий Dark Souls, спустя тысячи лет после этого нового времени творения с нами в главной роли, где-то в обществе внутри мира игры. И в то же время этот миф рассказывают и лично вам, причем в интерактивной форме. Вы напрямую участвуете в его создании и отыгрывании, и в этой ситуации вы одновременно являетесь собой, то есть игроком перед монитором, вашим персонажем, то есть избранной нежитью, и при этом каким-нибудь случайным человеком из мира людей внутри самой Dark Souls, которому рассказывают историю, участником которой вы сейчас являетесь. Звучит поначалу очень сложно и запутанно, но попробуйте это осознать. Говоря же о том, что вы и есть ваш персонаж, я это имею в буквальном смысле. Обратите внимание на то, что грань между игроком и его персонажем в Dark Souls максимально тонка и представлена не более чем монитором. Наш герой не просто так полый или же опустошенный. Он является, по сути, пустой оболочкой, незаполненным универсальным символом, который вы и только вы наполняете наиболее значимым и актуальным для вас смыслом. Я думаю, это достигается еще и за счет того, что о герое нам в принципе ничего не известно. Ни его прошлое, ни его стремления, ни смысл его жизни. И мы оказываемся в роли тех, кто пишет его предысторию. В принципе известно, что некоторые игроки Dark Souls придумывали для своих героев истории, их прежнюю жизнь, их роль в обществе, род занятий и так далее. И я здесь не был исключением. То есть вы, как в любой хорошей ролевой игре, полностью создаете и воображаете своего персонажа и его личную историю с разной степенью детализации. И эта изначально пустая оболочка, этот полый, оказывается заполнен нашими собственными идеями, чувствами, переживаниями, страхами и надеждами, нашим отношением к миру игры и нашим восприятием внутри игрового лора. В конце концов, выбором пути, по которому идет избранный мертвец. Мы сами себе рассказываем миф и историю нашего персонажа. Это приводит к практически полному отождествлению игрока с его героем и углублению в переживания игровых событий. Ваш персонаж чувствует то же, что и вы, потому что ваш персонаж — это максимально точное ваше отражение. Вы с ним практически одно целое. И это добавляет особую реалистичность пути, по которому мы идем в Dark Souls. Ведь это именно вы переживаете события этого богатого многовариантного мифа каждый раз. Это именно вы проходите инициацию героя, именно вы преодолеваете трудности, совершаете деяния и в конце концов достигаете центра мироздания, где окончательно сокрушаете старый мир и создаете новый, по тому образцу и концепции, которые наиболее близки вам самим. И это именно вы ощущаете всю глубину, колоссальность, значительность и важность творимых вашими руками событий.
Как ни странно, Dark Souls дает нам потрясающую возможность, которой, казалось бы, лишен человек современной эпохи. Она позволяет нам практически по-настоящему, глубоко и максимально реально пережить поражающее воображение события мифологии и почти по-настоящему испытать ритуальный процесс в роли его непосредственного участника, ощутить собственную важность и значимость для мира игры в полной мере, а также единство и прикосновение к столь великим событиям, пусть и в игровой интерактивной форме. Здесь также отметим еще один аспект этого стирания грани между игроком и персонажем. Любопытно то, что разница между ростом навыков вашего героя и ваших навыков игры в Dark Souls в принципе тоже минимальна. Здесь я имею в виду не то, что после поднятия параметра силы до 99 вы сможете выйти на улицу и легко перевернуть машину соседа, но скорее то, что и вы, и ваш герой начинаете абсолютно с нуля. Вы не умеете нормально уклоняться от ударов, парировать, перекатываться, сражаться и так далее, словом, играть в эту игру. И когда вы постепенно обретаете эти навыки, их словно бы обретает и ваш персонаж. Теперь и вы, и он умеете парировать, перекатываться, блокировать, в общем, выживать в этом мире. Немаловажно здесь также и то, что рост знаний о мире у персонажа и у игрока точно так же связаны. И вы изучаете сведения об окружающем вас мире и узнаете его историю, и ваш персонаж вместе с вами. Таким образом, вы постепенно обретаете чувство уверенности в себе, по крайней мере в рамках этого мира, где вы уже неплохо освоились, а вместе с этим, соответственно, и ощущение нужности и принадлежности к чему-то большему, чем вы сами. Неудивительно, что Dark Souls стала для многих словно бы вторым домом. Но вообще, справедливости ради, конечно, это особенность не только Dark Souls, а многих видеоигр вообще. Что же, несмотря на то, что мы рассмотрели Dark Souls как ваше персональное мифологическое повествование, одновременно с этим являющееся и отыгрышем этого мифа, не стоит воспринимать его как исключительно верное и противоречащее всем прочим возможным интерпретациям данной серии. Все-таки эта серия настолько многоуровнева, разноплановая и сложна по своей структуре, что сама собой допускает огромное количество различных толкований того, что в ней происходит и что из этого можно вынести. В качестве других стоящих внимания вариантов рассмотрения этой потрясающей вселенной, предлагаю вам ознакомиться с рядом видео, рассматривающих иные аспекты данной серии, или же рассматривающие ее с других точек зрения. Все ссылки в описании. С вами традиционно был традиционно Грязный Дварф. Всем спасибо за внимание и интерес, и до новых встреч!